Еще одна колонна россиян уничтожена. Новая эпидемия в мире, а также провокации на белорусско-украинской границе. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Россия перебрасывает дополнительные подразделения с фронта в Украине на фронт в Курской области. Россия до сих пор собирает воедино реакцию на вторжение Украины. Пока это была только довольно медленная и рассеянная реакция. Получится ли обмінять всех на всех і які пріоритети розставляють в українській розвідці? Повертати в першу чергу всіх важкопоранених та тяжкохворих. Трампу усиливают охрану, а Байдену наоборот. Что за новая угроза появилась для 45-го президента США? Методология секретной службы должна быть гибкой и отвечать на известные и неизвестные угрозы. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. Это очень важно, ведь так вы можете нас поддержать. Поехали. В Курской области разбита еще одна колонна россиян. Об этом пишут Z-паблики. Многие объясняют это плохим командованием. К примеру, нет хуже беды, чем идиот в командирах. Бойцы ВСУ пишут в соцсетях о заходе в населенный пункт Коренево. Именно там колонна российской армии и была разбита. Официального подтверждения ни с одной, ни с другой стороны пока еще не было. А вот Легион Свободы России обратился к российским военнослужащим и призвал добровольно сдаваться в плен. Ваши политруки, сидя в теплом тылу, настойчиво рекомендуют не сдаваться в плен, а подорваться на своей же гранате. Но солдаты РФ сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медальку полкана или очередной особняк Герасимова. Россия тем временем перебрасывает дополнительные подразделения с оккупированных территорий в Курскую область, тем самым уменьшая свой потенциал в Украине и пытаясь его усилить в Курской области. CNN, ссылаясь на свои источники, утверждает, что российские войска перекинули несколько тысяч солдат. Кроме того, Курская оборона усилена подразделениями из Ленинградского военного округа и Калининграда. Это подтвердил и представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби. А в НАТО оценили реакцию РФ на все эти события. Главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе говорит, что реакция Москвы медленная и рассеянная. Об этом пишет «Голос Америки». Причин, как он говорит, несколько. Отсутствие ответственного и отсутствие резервов. Россия до сих пор собирает воедино реакцию на вторжение Украины. Пока это была только довольно медленная и рассеянная реакция. Частично это потому, что Россия не устанавливает, кто имеет полномочия. Министерство обороны ответственно за военные действия внутри Украины, но не внутри России, правильно? То есть это должно было бы быть Министерство внутренних дел. Генерал говорит, что слишком высок уровень вовлеченности регулярных подразделений в войну в Украине и доля российских наземных сил там тоже высока, слишком. А те подразделения, которые теоретически могут противостоять нападению, срочники, которым нельзя по закону воевать в Украине, а это значит, что реакция быстрой быть и не может. Пока, к сожалению, на Покровском направлении, на самом тяжелом направлении, туда, куда враг кидает наибольшие свои силы, мы не видим, чтобы они там ослабли, скажем так. Мы видим то, что они в каком-то смысле очень сильно раздражены этим наступлением. В чем это выражается? Они туда перебросили, перебросили подразделение, которое занимается тем, что наводит Искандеры. И они готовы стрелять по танку Искандером. То есть обычно они, таких ракет у них там катастрофически мало, то есть речь идет, они могут там произвести, может быть, 10 штук в месяц максимум. Но они для показухи сейчас это делают. И все-таки мы ожидали, что их перекинут с других направлений. Наши партизаны, они фиксируют на переброску той самой 810-й бригады морской пехоты российской, которая базируется в Крыму. Но эта бригада, нельзя назвать ее там суперсильной, ее уже перемолотили ЗСУ уже как минимум 5 или 6 раз. То есть это они полностью поменяли свой личный состав, то есть уничтоженные, новых набрали и бросали в бой на Крынке, на направлении на левобережье Днепра, возле Херсона. И сейчас все выглядит так, что Россия была абсолютно не готова к этому всему делу.
Путин не готов отказаться от своей идеи фикс до конца летней кампании оккупировать всю Донецкую область. А сейчас все выглядит так, что вот они наступают на Покровск, а Покровск это, находится на границе уже с Днепропетровской областью, по сути. Первый случай оспы обезьян в Европе. В Швеции был выявлен первый заболевший этим заразным вирусом, из-за вспышки которого в Демократической Республике Конго и других странах Африки Всемирная организация охраны здоровья объявила чрезвычайную ситуацию в мире в области здравоохранения. Первый заболевший в Европе привез вирус именно из Африки. Теперь у нас есть подтверждение, что в Швеции есть один случай более серьезного типа МПОКС, который называется кладе. Новый штамм более опасный из-за роста тяжести заболевания и увеличения уровня смертности. МПОКС передается через близкий контакт, а также воздушно-капельным путем. Он вызывает характерную комковатую сыпь с гнойными поражениями, лихорадку, боль и ломоту в теле. Болезнь не новая, первые случаи заражения были зарегистрированы аж в 1970 году, но вирус обычно ограничивался африканским континентом. Первые случаи заражения в Европе и Северной Америке зафиксировали только в 2022 году. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Украинский омбудсман не верит в обмен пленными по формуле «всех на всех» в ближайшее время, но обещает сделать все возможное для того, чтобы вернуть своих людей из плена. А начальник разведки объяснил, как будут расставляться приоритети при переговорах об обміні. Ми будемо намагатись дотримуватись наступних принципів. Перше. Повертати в першу чергу всіх важкопоранених та тяжкохворих. Друге. Всіх жінок. Третє. Всіх, хто знаходиться в полоні вже довгий термін. Чим довше він знаходиться в полоні, на жаль, тим більше ми будемо займатися тим, що будемо максимально зусиль прикладати для повернення такої людини. Четверте. Особливу роль для нас займає трагічний епізод – це події на Азовсталі. Тож питанню поверненню всіх, хто був на Азовсталі, ми приділяємо особливу увагу. Далі. Так само ми будемо докладати максимум зусиль для повернення всіх, скажімо так, інших цивільних бранців, які знаходяться в полоні, як з початку повномасштабного вторгнення, так і до його початку, а це вже є такі, які біля 10 років там знаходяться. Ну і не будемо забувати про кримських татар та інші такі, скажімо так, групи, на які ми так само звертаємо увагу. В Молдове задержаны двое подозреваемых в краже крупной суммы денег у украинских военных. Во время пересечения молдавско-румынской границы они попали в руки правоохранителей. Вместе с другими 8 подозреваемыми они обманом завладели суммой, эквивалентной более 155 тысячам евро, полученной от 40 украинских военных. Они размещали в интернет объявления о продаже машин, а потом, получив деньги, просто пропадали. Министерство обороны Беларуси заявляет, что вероятность провокаций с украинской стороны растет. Об этом говорит так называемый министр обороны Беларуси на совещании с Александром Лукашенко. Говорит, орудует СБУ на границе. Что именно делает, как именно орудует, только вот не говорит. Обстановка на южном операционном направлении остается напряженной. Формирование вооруженных сил и пограничные службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границ и элементов эшелонированной обороны. На всех участках вдоль государственной границы Республики Беларусь отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и службы безопасности Украины. О том, что происходит на самом деле в стане лукашенковской обороны, может ли это быть подготовкой к провокации или это только для вида, мы спросили у экспертов. То, что СБУ орудует на территории Украины, ничего странного в этом нет. То есть очень странная вещь – это то, что Россия постоянно наносит удары по территории Украины. Наносит с помощью крылатых ракет, наносит с помощью дронов. И было несколько случаев, когда дроны залетали с территории России или с юга заходили, или с востока, с Белгородской области,
летали по территории Украины и приземлялись в Беларуси. И каких-либо объяснений, какие бы ни были, скажем так, на грани теории заговора, у нас нет. Я более чем уверен, что Лукашенко и Беларусь, они в войну не втянутся. Но это больше, скажем так, в рамках риторики, что вокруг враги, значит, там все хотят нас там захватить и так далее. И пояснение очень простое тому, что почему так не будет, потому что основа экономики Беларуси – это Мозырский НПЗ. Он принадлежит семье Лукашенко. Он находится, если я не ошибаюсь, там 40-45 километров от границы с Украиной. Ну, давайте посмотрим на судьбу всех российских НПЗ. Уже более 25% были уничтожены украинскими дронами. А тут нам даже дроны не нужны. То есть мы можем ударить, ну, например, артиллерией в случае, если белорусские солдаты пересекут границу Украины. У Байдена забрали, Трампу добавили. Секретная служба увеличила охрану кандидатов в президенты США от республиканской партии за счет охраны экс-кандидатов в президенты США от демократической партии. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на свои источники. Часть охраны временно заберут у Байдена, а Трампу также обеспечат пуленепробиваемое стекло на митингах. Это необычное решение стало возможным из-за уменьшения количества встреч и митингов Джо Байдена, из количества поездок, из-за того, что тот сошел с предвыборной дистанции. А угроза насилия против Дональда Трампа растет. Методология секретной службы должна быть гибкой и отвечать на известные и неизвестные угрозы. Шаги, предпринимаемые секретной службой, являются естественной частью ее асимметричного подхода, направленного на обеспечение безотказного выполнения своей миссии. Пуленепробиваемое стекло очень редко используют в США для обеспечения безопасности первых лиц, но тут его установили сразу в нескольких местах по стране. Мне остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новое видео, давайте развиваться вместе. Также не забывайте ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, все это очень важно. Ну а у меня на этом все, до встречи, хороших вам новостей.